Привет, друзья! Привет! Сегодня мы приготовили сразу 3 салата из свеклы. Из свеклы, запеченной в духовке. И все салаты полезные, легкие и, конечно же, вкусные. Так что смотрите, как мы это сделали. Поехали! Поехали! Итак, основа всех салатов – свекла, которую мы будем запекать в духовке. Каждую свеклу мы сбрызнем растительным маслом, обильно посолим и завернем в фольгу. Выкладываем обернутую фольгу свеклу на противень и отправляем в духовку, разогретую до 220 градусов примерно на час. Посмотрим, как она у нас получилась. О, какая пропеченная и сочная! Очистим от шкурки и приступим. Для первого салата нарежем свеклу небольшими кубиками. Подготовим для нее своего рода маринад. 2 столовые ложки оливкового масла смешаем со столовой ложкой меда и столовой ложкой лимонного сока. Зальем маринадом наши свекольные кубики. Пусть полежат в нем минут 10-15, а мы начнем собирать салат. Выложим на тарелку рукколу, сбрызнем ее бальзамическим соусом. Теперь свекольные кубики. Сыр фета и, наконец, кедровые орешки. Польем остатком свекольного маринада и вуаля! Первый салат готов! Для второго салата натрем свеклу на терке. Нарубим грецкие орехи. Не слишком мелко, чтобы они хрустели на зубах. Нарежем тоненько чернослив. И 1 зубчик чеснока. Добавим сок в натертой свекле. Посолим. Поперчим. Добавим столовую ложку греческого йогурта и пол чайной ложки горчицы для пикантности. Осталось перемешать, и салат готов. Но чтобы он стал украшением стола, выложим его в кулинарное кольцо. Плотно утрамбуем. Присыпем рубленными орехами и украсим одним черносливом. Согласитесь, получилось очень красиво. Для третьего салата свеклу нарежем кружочками. Нам понадобится мягкий сыр. Мы взяли Филадельфию, но вы можете взять тот, который вам больше нравится. Главное, чтобы он легко намазывался и не был слишком жидким. Выкладываем сыр на свекольные кружочки. Выравниваем. И собираем свеклу один кружочек к другому. Плотно прижимаем друг к другу. Заворачиваем максимально плотно в пищевую пленку. И отправляем в холодильник на полчасика. А пока подготовим апельсин. Сначала очищаем кожуру.
А теперь вырезаем дольки апельсина между перегородками. Так у нас получаются апельсиновые дольки без пленки. Из оставшейся сердцевины выдавим сок. Достаем из холодильника свеклу. Убираем пищевую пленку и нарезаем на дольки. Пора собирать салат. Сначала подушка из корн-салата. Поливаем ее апельсиновым соком и начинаем выкладывать наши свекольные и апельсиновые дольки. Видите, какая получается красота? Польем остатками апельсинового сока и последний штрих присыпаем рубленым жареным кешью. Все, и третий салат тоже готов. Конечно, такую красоту нарушать не хочется. Но по традиции надо все-таки попробовать. А как же? А как же без этого? Без пробушек. Какое необычное сочетание. Апельсин с свеклой. Рекомендую. Нравится? А у тебя как? У меня классика жанра. Руккола, свекла и брынза. Но запеченная свекла в духовке придает салату совершенно другой оттенок и Да, вкус. вы не поверите, какая она ароматная и сочная. Этот салат, наверное, пробовать не будем, потому что мы его готовим очень часто. Мы знаем, какой он вкусный получается. Так что, если вам понравилось это видео, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и, конечно же, в комментариях напишите, какой вам из этих салатов понравился больше. А главное, друзья, никогда не бойтесь экспериментировать. Готовьте с нами, готовьте как мы, готовьте лучше нас. И угощайте такими прекрасными салатами своих любимых и близких. Но лайки ставить не забывайте. До новых встреч! Пока!